Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу, как кто-то из сектора магии. Нет, это сектор интерферента. В секторе магии как будто бы вот так из сектора магии вот тянут такую черную, считывается петля, как веревка, в сектор принятия решений. А из сектора интерферентов кто-то вот так прозрачным пальцем, рукой показывает: смотри, смотри, коза. И вижу эту ситуацию. Маленький ребенок сидит, и Ирина. Угу. Так. Это маленький ребенок, Ирина? Ну, смотри, в эфирном пространстве, да, это ситуация, но оно отдельно, одно от второго, то есть это как какая-то шаблон, программа, в которую задействовали Ирину и ее дочь. Угу. Понятно. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации, поднимись повыше. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина. 1, 2, 3. Я вижу, она так сияет, у нее верхние чакры сияют, особенно где голова, вот отдельно идет сияние, а там, где ноги, они как увязли в какой-то такой вязкой энергии. Она буквально там чавкает ногами. Вот. И эти энергии там считывается плетут интриги, интерференты. Угу. Там, где сердечная чакра, вижу, там считывается одобрение, такой шарик, одобрение зла, одобрение магии. И в секторе магии вижу вот эта ситуация, когда она говорила, что стоит священник и бьет по голове. Угу. Так и считывается любовь к преисподней, демонический эгрегор. Вот это, что чавкает, это демонический эгрегор. Православие. Угу. Так. Что-то еще, Виктория Иванова? Ну, вот этого, по-моему, хватит уже рассматривать. Угу. Хорошо, Виктория. Считаю, эфирная ДНК Ирины. Она ли это? Да, это она. Но я Угу. сейчас вот смотрю на голову, и там тоже так странно. Вот это сияние, оно пробивается сквозь, тоже как имплант какой-то, как медуза какая-то на голове, прозрачная. И она вот так вот тоже тянется через сектор принятия решений, в сектор интерферентов, подписание контрактов и в сектор магии. Угу. Хорошо, Виктория. Спроси у Ирины, разрешает ли она потрудиться с ней и для нее. Она вот так взяла в руки этот шар в сердечной чакре и говорит, что она любит первотворца и так смотрит на сектор в сторону первоисточника. И идет такое, как идентичность ее божественного света внутреннего и этого света, который идет и от первоисточника, от будущего. Угу. И там вот это что-то щелкнуло вот так в этом шарике, он сильно уменьшился, и как будто бы затворки какие-то щелкнуло.
Сейчас я Мгм. спрашиваю, дает ли она разрешение. Да, Да, она это. дает разрешение. Мгм. Хорошо. Что произошло, когда этот шар появился в ее пространстве? Что это за событие? В секторе магии я слышу младенец. Мгм. Кто это младенец? Приказывает этому младенцу проявиться. Это ситуация, это я слышу Варя. Мгм. Так, кто это находится в секторе магии? Приказываю проявить согласно физической ДНК. Э, Смотри, как-то я как запуталась, потому что там есть и ситуации, и есть много людей, много ситуаций и много людей. Что ты хочешь М, вообще конкретно? мгм. Так, я хочу разобраться, когда вот этот шар одобрения зла появился у нее впервые, что это было за событие? Она говорит, мой крестный ход. А в секторе магии постоянно я слышу, идет имя, вот так, Варя, Варя. Как будто бы кто-то говорит вот так. Мгм. Демонический инспектор. Кто это говорит эти слова, откуда идет информация, источнику приказываю проявиться. Так, в секторе интерферента. Мгм. Оно снова, вот это, весь этот эгрегор считывается, так и звучит. Эгрегор православия. Это вот это, в чем она стоит и чавкает. В этих энергиях. Они такие, как липкие, как какое-то болото, как клей, и так тянется. Мгм. И там Так. считываются энергии, вот так как возмездие. В секторе магии находится ее дочь, которая выполняет роль инспектора, то есть ее души. Она подвержена влиянию этого эгрегора, и я вижу, как она пальчиком показывает эту козу. И я вижу, как ей буквально проецируется через ее головной мозг сзади, э, зрительно она видит то, чего нет на физике. Она видит вот эту сущность. Так, она Мгм. повязывает, эта женщина, на голову такой черный какую-то штуку, как будто бы картон, а сверху какой-то тканью черной, как, как котелок такой. Мгм. Цилиндр на голову завязывает, одевает, она вся как камуфляж одевает какой-то черный, какую-то черную одежду. Я приказываю ей проявиться, и я ее сразу в стекло, в стеклянную такую Мгм. эту запечатала. И когда она посмотрела, ого, она считывается демон во плоти, то есть одержимая, и у нее между ног такой пиндер, подключка, в сектор интерферентов. И этот пиндер как будто бы постоянно ее там а, делает Мгм. эти движения. А там внизу считывается козел. Так, вот эта женщина, это вот эта сестра церкви Елена? Это она? Да, да, это она. Мгм. Так, а что это за козел там внизу? Тоже его.
приказываем ему проявить согласно его эфирным ДНК. Тоже за стекло. О, как странно. У него там, где ноги, это какой-то человек когда-то был. Как бы человеческое тело, но у него такие импланты. И вот где вот этот сустав, там такая какая-то штука, которая вот так выгибает стопу, делает вот так ровно. Так, Угу. Состав, понятно, назад. Коленка назад. не коленки назад, а стопа. Это как Стопа. козлиная стопа получается. Ага. Так, сейчас я посмотрю, что это за имплант. Сейчас внизу. А это считывается вот как раздвоенные копыта. И как будто бы скакать по этому болоту, ходить по этим, я слышу, тропам дьявола. Это составляющая этого эгрегора. Угу. А это ее вдохновитель, дух преисподней. Понятно. Так, кому он принадлежит? Кто хозяин этого духа? Хозяина приказываю проявить согласно его эфирным ДНК. Получается, я слышу, вот этот эгрегор, эта вся конструкция держится на такой, как считывается петля, а выглядит как скрюченная веревка, считывается кадуцей, власти человека и власти дьявола. И вижу, что это вниз уходит, и в секторе интерферентов сидит, так и прозвучало, Папа Римский. Вот тиара у него раздвоенная на голове, как символизирует копыта вот это. Угу. Так, а кто хозяин этого? Кто главный Это хозяин? содружество, считывается содружество, то есть человеческое тело в этом Папе римский как человеческое тело, одна веревочка, а вторая дух Люцифера. Угу. И считывается обманщик, обман. Угу. Продажная душонка. Это не просто продажная душонка, это это дьявольская власть Угу. на земле, которая, ну, мне идут слова из Библии, что проник в храм Бога, храм души на самом деле, храм души, и сидит там как Бог, и за Бога себя выдает. То есть Библия описывает на самом деле не замену понятий и то, что в человеческом духе вот это показывается, вот этот имплант в сердечной чакре в виде шара, то есть это любовь к противнику жизни, к этому Люциферу, вот эти все ритуалы, церковная магия, это все, это как раз и представляет. Я слышу эгрегор чужеземца. Он Угу. по отношению к земле он чужой. Считывается отстранить от жизни, отстранить от кода жизни. И Ирина показывает, что код жизни у нее, и она не может найти. Она Угу. ищет, он должен вот здесь быть, но она не может его найти. Слышу крещение. Угу. И вижу, в секторе магии находится этот тоже человек, который ее бьет. Угу. Вот это греческая. Да. Угу. А хозяин этого всего Угу. Кто главный хозяин? вздыхает так Угу. тяжело. Он вздыхает. Этот Люцифер,
а он вздыхает, потому что он распространился слишком далеко. Он как бы выдохся, я слышу. Он как бы вот так через свое стремление проникнуть и всеми управлять, как бы распорошился, Мгм. и внутри, просто вот в сердечной чакре вот это все, весь этот эгрегор выходит, и все частицы душ людей в этом православии, в этой, оно считывается греческо-католическое, потому что на самом деле многие растут в одно место, созданный союз. Мгм. Вот этот Капитолий а, в Риме. Ватикан. Вот. Да, да. Ну, Мгм. звучит Капитолий, да. Ну Это да, как он захвачен. капитальное. Мгм. Он не захвачен. Это созданная специально конструкция для повиновения и для а, проникновения в душу, чтобы забрать вот эти ключи жизни, М. коды жизни, да. Этот Ватикан и все его церкви, Филиалы, так да. скажем. Мгм. Так, хорошо. Вот этот случай, когда этот священник стучал крестом Ирину, что произошло в этой ситуации в эфирном Сейчас, одну плане? секундочку, сейчас. Там я вижу, услышала вот так пуанты и увидела младенец, который лежит и которому а, слышу как крещение. И завязывают ноги, вот так вытягивают, как пуанты. Вот этот Мгм. делается имплант. Мгм. Завязывает ноги, да? И да, я Мгм. слышу крещение Вари. То есть вот эта ситуация, крещение Вари по Мгм. отношению к живой душе Ирины находится в секторе магии. То есть эта ситуация оказывает магическое воздействие а, на все обстоятельства. Вот на это, где Варя говорит коза, Коза. Мгм. и все остальное из сегодняшние вот эти, я слышу, бить посуду, эти раздоры между ними. Мгм. То есть, получается, Ирина крестила Варю, получается, из-за этого она проявила насилие к дочери и, получается, одобрила это зло. Так. Где эта ситуация, где Ирина, вот это связано с крещением Вари? Что происходило? Давай посмотрим. В эфирном плане я вижу, что Ирина стоит, а у нее вот так, как духи поют, кривляются, вот так такие вытягиваются, как есть такая картина, крик называется. Вот эти такие же, вот эти, и они как бы насмехаются над людьми, которые там а, это действо делают. Мгм. Так. Что происходит с Ириной и Варей в этом действии? Я слышу, что Ирина отдает предпочтение духу злости. Она сделала выбор между добром и злом, между первоисточником жизни и источником зла. И в этот момент появляется у нее вот этот, я слышу, конфликт. Это причина конфликта с дочерью. Мгм. Это предательство живой души дочери, и я слышу, что отдала в преисподнюю. И рядом появляется вот этот козел с этими ногами, который вот эта программа, как месить болото. Мгм.
Так, видит Ирина, что произошло при этом крещении? Я вижу, что у нее импланты на глазах, и она приподнимает их вот так чуть-чуточку, боится посмотреть открытыми глазами, Мгм. боится признать свою личную ответственность. Я слышу в предательстве дочери. Так, что это за импланты? Когда они появились у Ирины впервые, что это было за событие? Я вижу, как ребенок орет в секторе магии еще ниже. Просто крик душераздирающий. Мгм. Я вижу, что слышу Варя, этот ребенок Варя, и ее просто передают из рук в руки. Там и Гриша появляется, отец. Тоже, то есть получается так, что а, он считывается как депрессор в той ситуации. Гриша, да, играл роль в этой Мгм. конструкции как агрессора, который вызывает депрессию у всех. Ам, Мать Вари, Ирина, Мгм. она считывается как депрессант, как успокоительное, а ребенок в этой ситуации как жертва. Вот тебе классический Мгм. треугольник. Ам, Так. А как этот Гриша вызвал депрессию в этой ситуации? Что он сделал? Он подчинился власти вот этого. Эта конструкция, это эм, демонические вот эти лохматые энергии, болото вот это, месить, то есть завязывать все абьюзеры завязывают вокруг себя людей в эти треугольники. Э, Обязательно. То есть он встраивается, ну, его программы внутренние, Мгм. буквально я слышу, попадает, да, то есть эм, это человек не специально делает, это его программы так ведут. Он Мгм. завязан, он всегда ищет как бы поддержку, и получается так, что ролями постоянно они меняются. Мгм. То он депрессант, то она депрессант, то есть то успокаивает она, то он, а ребенок, пока младенец, то он как бы объект этого насилия. Кто-то из них по очереди защищает ребенка. Вот это я вижу Мгм. передача по рукам, как Мгм. говорится. Но потом, когда Варя выросла, она сама начала играть роль агрессора. Мгм. Где началась это, где главная зацепка в этом воплощении, когда Ирина принимала эти импланты? Я вижу Ирину маленьким ребенком. Мгм. Вот она стоит, а в ней вот эти уже импланты есть, и она так глазками тынь-тынь, а красивая какая, как куколка. Мгм. Так. Я вижу, что ее мать с отцом ругаются. Она тогда переняла эту формулу поведения. Она так и звучит: формула поведения. Мгм. Давай в этот момент передадим Ирине этой маленькой информацию о состоянии дел, что происходит, что она может отказаться принимать эти программы родовые. Я вижу, что я ей как будто открываю эту дверь. Сначала показала ту подключку, этот черный эгрегор, а потом вот так как дверь открываю или окно,
скорее всего, как окно со шторками. В сектор будущего, в сектор первотворца. Мгм. И показываю, и говорю, что она сейчас может отменить решение принимать чью-то сторону в этих конфликтах. Мгм. Вот. И вижу, как она своей рукой что-то ищет, вот как в болоте, как будто бы она потеряла. Вот она потеряла, я слышу свой дух. Мгм. В том моменте она вот так как будто бы ищет, вот так, знаешь, стоит почти по колено в этом болоте и ищет туда. Нашла эту сияющую, я слышу, сигнальную кнопку. То есть это разумное поведение, я слышу, Мгм. отождествление себя со светом, с этим, с первоисточником. Я слышу полноценность, то есть не принимать участие в играх антимира. Я передаю, чтобы она приказывала в том времени убирать воздействие вот этим интерферентом, этим эгрегором. И я Мгм. вижу, как у нее внимание привязано к такой какой-то картине. Я слышу чудотворец. Никола чудотворец. И она выбрасывает эту икону. Вот М. эти, слышу, мифичные истории, мифы эти Мгм. церковные, да. Я Да. ей передаю, чтобы она наполнялась своим внутренним светом и отыскала эти ключи познания своего добра, света, и приказывала интерферентам, и вот это болото ожило. И там появились такие духи разные, и вот эти, которые кривлялись. Я им передаю, что они нарушили иконы живого Всесвяту, и немедленно, и Папа Римский снова проявляется, чтобы вся эта братья убирала Мгм. их Воздействие. воздействие. Мгм. Так, сейчас потихоньку, потихоньку. И вот этот стоит, замахнулся с этим черным, это не Крестом. крест, а это как М. кочерга, считывается кочерга. Вот как М. долбить, пробить. То есть она как бы стоит, вижу в эфирном пространстве, позволяет себя бить. И с каждым ударом становится все меньше, меньше, меньше. Он ее буквально вбивает. Э, Мгм. Вот. Так. Так, я передаю, и она смотрит, вижу, смотрит на Гришу, а Гриша весь в своем этом пафосе, весь черный в том времени. Мгм. Она смотрит на него, и я вижу, она его будет, и одновременно он как будто бы спит в этом, гроб вижу, и она его будет и показывает. И Мгм. говорит: "Убери, твое воздействие от меня". И я вижу, как она вынимает эту подключку от этого духа, который работал через Григория, ее мужа. Так. И я вижу, как эта девочка рукой вот так прямо в эту икону этого чудотворца проникает внутрь и достает оттуда вот это, которое так как-то движется, такой шарик. Оно Что считывается оно? как ключи в сектор Мгм. принятия решений. Она говорит отключиться от эгрегора. Так, Мгм. и вижу, как я ей передаю, чтобы она отменила крещение детей. И в той ситуации, когда ребенок, ее дочь, плачет,
она считывается как одержимая духом. Это ее ребенок в том времени, она находится в Её пространство. пространстве, и Мгм. пусть она приказывает интерферентам убрать воздействие от ее ребенка. Мгм. И я вижу, как они вот так мычат, эти духи, и уползают. Я передаю Ирине, чтобы она все до последней капли убрала, и приказывала убирать все импланты. И вот я вижу, как ребенок спокойно спит возле груди, а у нее, у девочки, был как соска-пустышка, знаешь? О, это очень неполезно, соска-пустышка. Мгм. Это на интуитивном уровне, на подсознательном закладывает основы, я слышу, деформации личности и препятствует общению с матерью. И такой же имплант, как бы заменитель матери, материнского молока. То есть это закладывается, когда мать кормит грудью, элементы эмпатии, то есть человеческого восприятия других людей, окружающего мира. Защита. Я вижу, как Ирина кормит своего ребенка, и она как проникает внутрь ее в том времени. Я передаю, чтобы она защитила себя и своего ребенка и приказывала всем интерферентам убирать М. воздействие. И сейчас по чуть-чуть вот этот, который стучал, да. Мгм. Что произошло в эфирном пространстве с Ириной, когда он стучал? Она уменьшалась, уменьшалась, а он стучал, стучал, и она стала такая, как плоская. И вдруг это проявилось, коза Елена в секторе Елена. магии тоже. Они друг друга сразу же чувствуют и заменяют. Вот. Я приказываю этой Елене, показываю, что она нарушила законы живого всесвіту, Мгм. и передаю Ирине, что она может отказаться ходить в эту церковь, иметь какие-то отношения с этим, С Еленой и с и с этим Еленой, и священником с священником, и с этим эгрегором. эгрегором. Мгм. И постоянно вот это звучит Капитолий. Вижу а, этот купол в Риме. Ага. Ватикан этот. Он у нее Мгм. стоит буквально как с правой стороны, который заменил фактически ее мужа. И через это считывается как богослужение. И Ирина фактически служила этому богу мира этого, Мгм. Люциферу. Потому что он занял политическую, духовную власть, и он вот проник как святое святых. Это духовный храм человека, и сел там как Бог, и за Бога себя выдает. Так и считывается вот эта энергия Люцифер, и вот этот шар, или эта веревка вот эта скрюченная, а, это как пуповина, да, которая соединяет человеческое мышление, человеческий дух, человеческую душу и с дьявольским духом, с духом Люцифера. А Мгм. Ирина как закричит «нет!» и пошел эхо такое. Я вижу, как она стучит, что-то стучит, Мгм. выстукивает с этого буквально с этого шара, который у него здесь, как эту черную энергию, как знаешь, как кресалом э, Высекает искры. выстекает. И она вот так вот этим отсекает, отсекает. И вот это божественный дух, божественной души у нее становится так сияющим. И эта энергия болота, это стекает. Я передаю Ирине,
что она хочет полностью избавиться от эгрегора православия. Мгм. Но вот я чувствую, что не хочет. Мне идет, что не хочет. Я Где передаю. Виктория? Мгм. Где это Это они первое? говорят. Да, сейчас, одну Что она не секундочку. хочет. Ага, да. Одну секундочку, сейчас. И я вижу, что Ирина одной рукой держит, считывается, прореха. Это вот так, где подписание контрактов. М. И это и бросает тень на будущее. И вот эти импланты, болото, вот это, играть роль жертвы, агрессора и примирителя постоянно, вот эти сапожки. Мгм. И именно православие втягивает человеческую душу, сознание человека в эти отношения манипулятивные. Так. Что это? Есть ли у нее контракт с этим Люцифером? Да, это эгрегор познания зла. То есть познание, я слышу, Бога, Творца, дьявола. Все это ложь. Это эгрегор познания зла. То есть это пространство, как мне идет не из Библии написано, чтобы не познавать зло, не притрагивайтесь ни к чему нечистому. А этот Ватикан и это православие, и это вся церковь, это и есть чистое зло. Это фантазийность, магия. Мгм. Иллюзии, И ложь. вижу, Мгм. что Ирина в том моменте, когда девочка ее видела, эту козу, ухватила эту девочку, и она ее выхватила с этой конструкции, потому что эта конструкция, это мы смотрим глазами, и зрительный образ отображается на внутреннем экране, переворачивается своим сознанием нашим, и уже дается как отклик, уже как картина, то есть человек уже понимает, что это. А здесь я вижу наоборот, через зрительный центр, это грубое нарушение конов пространства, целостности, конов целостности пространства. Я вижу, что девочка была как в конусе этого воздействия, и она как бы увидела то, что находится в этом портале. То есть открыт портал через ее сознание. Я показываю Ирине и говорю ей, чтобы она приказывала этой Елене, ее духам и этим церквям с их эгрегорами убирать воздействие от нее, от ее мужа во всех воплощениях. Ирина расторгла уже контракты, никто не имеет права сейчас противиться. Они нарушили коны живого Всесвіту и обязаны убраться с ее пространства. И я вижу, как они, вот эти все духи, как это болото, которое там гудит, уходит, а Ирина поднимается вверх. Мгм. И вот этот образ козы уходит. Я передаю вот Ирине, чтобы она очистила себя, свой дом Мгм. и, своих детей от любого чужеродного воздействия. И я вижу там контракт на случение. Контракт – это выйти замуж за Григория, а фактически на тонком уровне это означает принять его с его демоническим духом. Я слышу духа агрессор. Я передаю ей
Я слышу, внимание ей передаю. То есть, чтобы она обратила внимание и чтобы она посмотрела, какой контракт. Там контракт есть. Мгм. Что это за? Соглашение. Я Мгм. слышу соглашение на принятие духа. На принятие духа, и выглядит так, как будто это тесто она приняла такое черное и поделила его на 4. На один такой большой остался, вот так как чахнула таким ножом, Мгм. и один этот остался. Вот Григорий по отношению к ней в секторе магии находится. А следующая, она говорит, для меня и для дочерей по 2 куска. Ну, по одному, ну, на По одному 4. куску. Мгм. То есть Что это? Мгм. считывается генетическая ответственность за выбор зла. То есть поделила этого духа. И вот почему вот этот дух Люцифера такой уставший, так стонет. Потому что он, Разделился. Разделили да, ответственность каждый, потому да? что он жертва своих же желаний захватить власть, захватить мир, нарушить коны Всесвіту. И он сам и агрессор, и жертва, и успокоитель. То есть он сам внутри себя источник вот этого коллапса. Вот этот треугольник, это коллапс считывается. И он буквально, я вижу, как внутри вихря этот треугольник движется. И я передаю Ирине, что она может сейчас расторгнуть все контракты, подчиняться этой игре, этому Мгм. коллапсу и приказывать всем интерферентам убирать от нее любые воздействия. И в том моменте пусть она отменит свое желание, или оно считывается Принимать. Мгм. желание принимать этого чужеродного духа, потому что это ложь. Она принимает от человека любовь на самом Мгм. деле, а это уже подвох, это уже вторжение в пространство человека. И я вижу, Мгм. она очищает эм, Григория в этой ситуации, и его божественная душа поднимается. И я вижу, Мгм. как эта веревка, пух, ну, вот так, расплелась эта коса, этот кадуцей. И она поднимается вверх, и вижу, как она вытаскивает из нижнего портала дочерей. Одну на Мгм. руке держит, а вторую вот так тянет. Я ей передаю, что это ее божественное пространство, ее божественный дух. И пусть она наполняет светом все, что касается ее душа, ее разум. Пусть она отменит любые претензии антимира и любые ее Посягательство. контракты, да, Мгм. познание зла. Пусть она это все отменяет, потому что ее желание божественного духа, ее желание сознания ее, это познание добра, познание света, истины, жизни. И вижу, как это из ее сердечной чакры вот так вот крутится вихрем, вот так вот. И уходит эта черная энергия. Передаю Ирине, чтобы она убрала любые взаимодействия со всеми крючками и зацепками с ее сознания, Мгм. закрыла все порталы, и она вот так О, эти комары. То есть вот Ага. этот дом- это как предательство себя. Ну, кто же покупает, ну, строит дом в лесу? Там же комары- это их, area обитания. Мгм. Я передаю Ирине, чтобы она сейчас приказала всем комарам немедленно выполнять коны живого Всесвіту. Она человек, она хозяин своего пространства, и куда бы она ни шла, она защищена своим Мгм. личным. Я вижу, как она, как с мухоловкой, так пух, пух, бьет этих комаров, я передаю, а они все имеют подключку
Антимиру. Пусть она приказывает Антимиру убирать с ее Воздействие пространства всех них, да. комаров, ее дом, все, что принадлежит ей, все ее пространство, куда бы она ни шла, она под защитой живого света. Мгм. И пусть она всю карму за воздействие отдает в антимир. И она стоит и держит рукой, а там ветер как будто дует, говорит, что ей нужно закрыть портал. Что это за портал? Тянется в сектор магии. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Вижу какие-то глаза, блым-блым. Слышу Елена. Приказывает Елене отвечать, что она делает в пространстве Ирины. Она держит фотографии, говорит, фотографирую. Ой, маленький ребенок фотографии. Мгм. Я передаю Ирине, что ее рациональное отказывается дарить эту фотографию. Пусть она ее буквально уже рвет. Пусть она Мгм. уничтожит весь генетический код, любую информацию и отменит эту ситуацию. Отдавать. Это акт предательства своего ребенка. Вот это, что люди выставляют маленьких детей на всеобщий показ, там в инстаграмах, в фейсбуках, это акт предательства. Это вот как дьявол всюду хочет залезть, все захватить. Это тот дух проявляется в этих матерях. То есть всем показать своего ребенка и Ради чего? вопрос, да. Да. Так, пусть Елена это забирает, все ее Она воздействия, карма. забирает, Мгм. и когда она это сделала, то этот портал ушел, и я вижу, как эта тень на будущих событиях уходит, и с сектора интерферентов выходит Варвара, Мгм. ее душа. Я ей передаю информацию, что ее мама отказалась предавать ее, что ее мама любит ее, и пусть она, если она хочет, убирает все контракты, все подключки Мгм. и поднимается в самые высокие пространства. И я вижу, как она с Ириной идут, как за руки держатся. Я передаю, что они родственные души, и пусть поднимаются в пространство света, добра, любви, гармонии и процветания. А все эти подключки к антимиру пусть приказывает, пусть антимир, пусть это все интерференты, колдуны забирают их же руками. Мгм. Вижу, как карма этого человека, который стучал, вот этот крест стукнул со всей силы этого Священника. какого-то протоиерея Типа. или, да, типа Мгм. этого. Мгм. И весь этот эгрегор уходит. И вижу, как Ирина выходит и ноги свои вытаскивает с этого эгрегора. Я передаю, чтобы она убрала все подключки. И выходит подключка с нижних чакр, как будто бы разрезала левую ногу от правой ноги. То есть это вот этот имплант, это программа скакать на двух ногах. То есть человек хочет как бы познавать добро, истину, а копается, тонет в этой лжи, в этом мифическом этом всем и в этой магии. Потому что это вся ритуальность, это все магия, черная магия. Пусть этот Ватикан с его мафией всей забирает
все воздействия к ним же. И вот уходят Мгм. вот эти сапоги, и я передаю, чтобы Ирина очистила все ее пространство, этот портал закрывается, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии, излечивала ее пространство изнутри, восстанавливала целостность, гармонию и процветание, наполнялась энергиями счастья, любви и наполняла энергиями любви и счастья, гармонии ее семью, ее детей, ее мужа, ее дом. Мгм. Так, дальше, уничтожая, я передаю Мгм. ей, что она дворец. Все зависит только от нее. Пусть отсекает все чужеродные претензии антимира и в портал на полную аннигиляцию. Мгм. Так, вот эта женщина, которая приносила странное растение в горшке. Что это за женщина? Пусть приказывает Она ей тоже из забирать. сектора магии находится. Мгм. Пусть приказывает забирать все ее воздействия. Отказывается пусть Ирина принимать это Я растение. вижу, как она кинула этим цветком в эту женщину, Мгм. закрыла Так, дверь, то есть хорошо. портал, да. Так, хорошо. Пусть Ирина очищает ее пространство, поднимается максимально вверх, закрывает порталы. Мгм. Как она сейчас выглядит, посмотри. И мне постоянно идет, что чтобы мы ей еще сделали как бы продолжение сеанса. И сейчас я вижу, что эти энергии, они не совсем ушли, и у Мгм. нее свет как бы пробивается сквозь. Я ей показываю вот с правой ноги Мгм. такое черное. Я ей передаю, что это чужеродная энергия, которую вот, она как бы поглотила. Ам, я слышу, что это за дырочки, через которые, оттягивается ее энергия, что это события, где она себя, предавала, Мгм. подавляла. Я передаю Ирине, что ее рациональная часть хочет все проработать и убрать все воздействия антимира, все взаимодействия. И вот этот кадуцей полностью, я слышу, исчерпан. Растворить это все. Пусть она очищает и растворяет своим духом любви все Мгм. эти чужеродные программы, пусть наполняет светом и познанием добра. Так, хорошо. Так, Виктория, вот эта ситуация, когда Ирина смотрела сеанс 347, у нее текли слезы. Давай посмотрим, что в этом событии происходило с Ириной. Я слышу слово, и вот это идет клямбра, и вижу именно вот этот, а, энергию черную, которая с правой стороны, которая засасывает. То есть это присутствие таких же энергий. М, Оно как, знаешь, как паутинка. Чух-чух. Так, Это что, вибрации магии, вот это все. мгм. Что за подключка, вот эта клямбра, когда она появилась впервые у Ирины в ее пространстве, что это было, когда это произошло? Но мне идет сейчас, что она не готова, от чего-то она не готова отказаться, не осознает до конца.
Я слышу, Мгм. не проявляет воли, и поэтому оно остается. Какая-то икона. В доме? Я не знаю, вот Мгм. она смотрит, руками держит, и слышу чудотворец. То есть, вероятно, она верит в какую-то еще из сказок этих православных. Я не знаю. Вижу, как Мгм. она держится за эту черную икону. Мгм. Так, спроси ее, зачем она это держит, эту икону? Зачем она ей нужна? Мгм. Она говорит, что ей вбили а, Кто ей вбил? согласие. Кто ей вбил это согласие? Приказываем проявиться согласно физической ДНК. Она говорит крестный ход, и вижу, как в секторе магии эта ситуация, и она выглядит как вот так вот петлять туда-сюда, вот так вереницей люди ходят и держат какую-то икону, а там такой жуткий лицо типа Иисуса Христа, но там такие духи вот эти. Вот эти духи, они так а, считывается, шалят. Это уже проявлялось. То есть это как они считываются бесплотные души. Ну, штук 10. Их много. Они вышли из портала. Мгм. И как они воздействовали в этом крестном ходу на Ирину? Они вот так как привязаны к этому Иисусу, там портал этот открыт, и они э, то сядут на кого-то, на плечо, то еще что-то. Они просто издеваются. То есть они злые, они потерянные считываются, Мгм. утратившие потенциал. Это вот эти, считывается, святые, которых назначают священники, а это считываются неприкаянные души. Они Мгм. как зависли между пространствами. С этим связано вот эти укусы комаров тоже. Мгм. Потому что церкви, вот эти молитвы общественные, Иисус же, даже записанные слова Иисуса, что когда ты молишься, то есть когда ты общаешься с душой, своим Творцом, зайди в свою каморку, закрой за собой дверь, то есть охраняй свое пространство и помолись Отцу твоему духовно, в твоем сердце, тайно, и Он услышит твою тайну, твой тайный разговор и отдаст тебе явно. То есть и так проявится реальность. И он говорил, а вы ходите, это все равно, что как этот мужчина, который бегает по проституткам. Вот он семя свое сеет по всем площадям городским. Вот точно так же эта церковь, это как рассевать свое добро по этим всем, а, оно так и считывается, как злачные места для демонов, да? То есть Мгм. это же смешение энергии идет. Вот. Так, хорошо, Виктория. Я приказываю этим всем неприкаянным душам, этим священникам убрать их воздействие, запрещая им использовать мою энергию, информацию обо мне, прикрываться моим именем, отдаю им карму, пусть забирают все их воздействия, запрещая им назначать святых, пусть убираются прочь. А в пространстве Ирины они как будто бы вот так сквозь стекло, сквозь окно, вот смотрят внутрь нее. Я передаю информацию, видит ли она, что происходит. Да, она кивает, что видит, говорит да. И вижу вот этот имплант, который как перчатка, который указывает на них же и говорит, пошли вон. Мгм. Я передаю этим всем непрекаянным душам, что Ирина решила раз и навсегда отсоединиться от них,
пусть они идут по их воле. Я передаю информацию, что они, если хотят, могут подняться в самые высокие пространства. А Ирина на счет 3 пусть убирает эти подключки и закрывает все порталы. Я вижу, что Мгм. много-много окон, как будто бы в этом с правой стороны, то есть там, где сектор интерферентов. И Ирина все закрывает. Мгм. И когда она это все закрыла, то открывается вот эта черная штора, которая закрывала ей будущее. И она поднимается вот как ангел. Вышла с этого эгрегора, потому что находиться в эгрегоре — это значит находиться внутри, где витают эти бесплотные души, где эти духи, демоны, эти программы, эти черти. Черти — это как клочья вот этих оживленные духи, фантазийные, все эти истории, это вся какофония, этот весь хаос. Я Мгм. передаю Ирине, чтобы она полностью очистила все ее пространство от хаоса антимира, от познания зла и поднималась в самые высокие пространства, потому что так ее хочет Божественный Дух и так хочет ее разумное сознание. Мгм. Я вижу, как она берет и вот это из себя, как этих комаров, этих чертей Снимает. от снимает. Я передаю, чтобы она излечила все ее раны и карму за претензии антимира немедленно пусть забирает антимир. И это Елена. Я ей передаю, что она нарушила коны Вселенной, коны Всесвіту. Потому что Вселенная — это и есть вот этот хаос. И пусть Ирина приказывает ей, этой Елене, убирать воздействие. Вижу, она отменяет это. Она берет дочку, уводит от этой Мгм. ведьмы. Ага. Вот. И это платье, которое она натаскивала на себя, оно так шух, и исчезло, упало, как будто бы тело оттуда ушло. И куда это Ирина повела Варю? Я вижу, что она ее повела в какую-то как предбанник, и она посадила ее на такой стульчик и снимает такие, как черевички. Мгм. Берет за руку Варю и идет как по ступенькам в сектор Первотворца. Я передаю, чтобы она забрала все частицы души ее детей и Варечки, где она по ее соглашению потеряла, то есть где она Мгм. предавала ее. Пусть она наполнит все эти моменты в жизни любовью, гармонией, заботой материнской и отцовской, и наполнит светом жизни, гармонии, процветания все ее бытие, а Мгм. также ее семью и все, что касается ее. И пусть зайдет тот момент, когда она полностью очистится от всех чужеродных энергий и очистит свой род. Мгм. Хорошо, пусть она сделает это, полностью очистит и наполнится светом, передаст информацию в рот. На счет 3 мы зайдем в тот момент, когда она это сделает. 1, 2, 3. Мгм. Так. Как сейчас она выглядит? Оно вот это такое воздействие, знаешь, как оса или пчела, вот где третья чакра просто вот так вот дрожит, все заходит, и даже такие полоски я передаю Ирине, что это ее божественный род, и пусть приказывает убирать все воздействия антимиру, выходит. Я Мгм. передаю, чтобы она вернула всю свою энергию, энергию рода с антимира и приказывала антимиру за их ложь, воздействие немедленно. Вот оно. Это тиара у этого
Папа Римского. Папа Римского. Она как-то вот так открывается, и оттуда выходит, как знаешь, как жало у этого, у пчелы. Угу. Она погибает, потому что она вместе с жалом, то есть она не может жало вернуть обратно в себя, Да, и поэтому ее застряется. внутренности там вылазят из нее, и она погибает. Вот точно так же человек, который соприкасается с антимиром, он как пчела один раз соприкоснулся, и потом весь его род, вся его подноготная, так, жизненные силы остаются, то есть вытягиваются туда, в антимир. Я передаю Ирине, чтобы она нашла тот момент. Снова я вижу этот момент как кресало. Когда она впервые в любом из ее воплощений Угу. соприкоснулась с этим Папой Римским, с этим эгрегором, когда она подписала этот главный контракт. Угу. Пусть покажет это событие, когда это произошло. Так, вижу одна такая, как какая-то нимфа слетает. Слетает разовоплощенная она. Угу. А кто-то сидит такой, как лохматый человек, первобытный, как будто бы. Так. Сейчас я посмотрю. Угу. Что это за ситуация? Он имеет какое-то отношение вот с сектором магии. Он сидит, что-то камнем там Высекает. высекает, да. Кто это? Мохнатый человек? Приказываем отвечать, кто он такой. Я слышу, поглощенный демонами. Внутри он человек. Угу. Сияет. А сверху, как дикий, вот это все шкура с такими шерстью. И сидит и... Так, а что это символизирует? Сейчас я посмотрю. Угу. Это как программа, наверное. Сейчас я считаю, что это. Считай, Виктория, что это такое. Да, это программа. Считывается деволюция души. Откат. Я слышу. Откат в преисподнюю. То есть откат, ну, как по-нашему, в первобытный строй, которого не было, да? Угу. Так. Какое отношение имеет Кирина к этой программе? Я слышу шепот такой, молитва. Угу. Молитва. И вижу, как Ирина целует иконы и держит в руках. И слышу чудотворец. Угу. Когда впервые Ирина подключилась к этому эгрегору, где... Это вот это ее как энергетический слепок в антимире, как она заточенная, божественная душа, вот эта нимфа, в этом диком человеке. То есть вот эта церковная ересь, эзотерическая, да, магическая, она человека делает, ну, как диким, безумным человеком. Это Угу. программа, да. Оно так и считывается, программа безумия. Угу. Когда Ирина потеряла эту частичку души, где это ее решение? Сейчас я вижу пальчик такой маленький ребеночка, и говорит «мама», и пальчиком тыкнула в эту икону чудотворца. А эту икону держит, кто-то держит, как будто бы ей показывают. В секторе магии кто-то стоит.
Кто это такой стоит, показывает икону, приказываем ему отвечать, кто он такой. Пусть назовется. Какой-то Кирилл. Мгм. Сейчас это тоже какой-то не человек, как программа. Мне идет Кирилл и Мефодий. Мгм. Мифические какие-то там эти басни. Мгм. Так. А девочка как бы учится читать, вероятно. Сейчас я посмотрю. Мгм. Посмотри. Ну, вокруг нее я вижу, вот она как будто бы внутри такого портала. Как она попала туда? Мгм. Как она? Крутится вниз, и вот так и слышится, я слышу деградация, упадок, этот эгрегор, отъем разума. Мгм. Там И вижу, находится как я. Мгм. такой, как будто бы трясет духом этим. Я передаю Ирине в том воплощении. Вижу, что такая тоненькая ниточка тянет ее вниз, сектор интерферентов. Есть ее энергетический слепок, события этого. Мгм. А я слышу, не хочет понять. Что-то она не хочет понять. Я передаю, что она хочет все понять. У нее аспекты, и у нее цель освободиться от всех эгрегоров. Мгм. Не показывает этот момент. Я передаю ей информацию, чтобы она посмотрела на этого черную икону и куда тянется эта подключка этого чудотворца, что Мгм. вместо реальности принимать чудеса. Ну, это как все эзотерики. Вместо того, чтобы понимать, как оно работает на самом деле, да, Мгм. эзотерики предлагают разные сказки. Церковники одни сказки рассказывают, эзотерики, эзотерические школы другие сказки рассказывают. И вот эта сказочность, эти небылицы, это присутствует в пространстве Ирины. Я передаю ей, когда она впервые присоединилась к этому эгрегору лжи и приняла это, слышу, посвящение. Мгм. Что это за посвящение? Что это за ситуация? Вижу, как она маленькая, сосет грудь матери, а у нее, где сердечная чакра, там как книжка какая-то серая. Мгм. Что это за энергия? Серая книжка. Я вижу, что когда она сосет материнскую грудь, у нее такая серая, как во рту, как соска. Имплант? Ну да. Мгм. Так, сейчас я передаю ей, чтобы она посмотрела, что это. Я слышу, это передача данных. Передача данных от родителей к ребенку. Я вижу в секторе магии по отношению к ее матери и к ней находится, слышу, открытый портал, преисподня, какой-то желтый, родовой эгрегор, род, Мгм. генетическая память. И тянется этот портал, вот там кто-то ходит, порядки там как бы проверяет, что творится, эгрегор. Мгм. Так, эгрегор. Приказывает ему эгрегору отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Показывает такие глаза большие, как будто бы приделывает такие шары на глаза.
говорит, формирую понимание, уплощаю разум. То Мгм. есть мать учит, вот эта книжка, долботорить, это мне шло, это слово уже, думаешь, к чему оно относится? Вот это научение матери. Мгм. Потому что на самом деле душа знает все, она чувствует, она понимает, а вот это учить, это означает калечить. То есть вот это духовное так называемое научение, Мгм. да, то есть М. оно все неправильное, потому что нужно учить слушать себя, слышать себя, обогащать себя, а не... Я передаю этой девочке Ирине, видит ли она эту ситуацию, Мгм. и она может сейчас своим сознанием войти в тот момент и отменить. Я вижу, она берет эту книжку, перечитывает, и эта книжечка так уменьшается, и она вынимает вот этот имплант изо рта и выходит с этого эгрегора, и эта ниточка тоненькая тянется и вытаскивает ее. Вот оно что. Помнишь, я говорила, такая клямбра с правой стороны с такими дырочками. И через эти Да. порталы, через эти дырочки ее энергия туда утаскивается. А это наоборот, потеря ее сознательного, вот сияющая такая штуковина с такими, э, как встроенные черные вот эти, считываются научения матери. Мгм. Вот. Передача, и она берет вот эти на глазах эти импланты, оно так скукоживается. Я вижу, она вот так отдирает вот эти импланты, которые, эм, считывается, косят зрение, то есть утягивают в сектор магии, интерферентов. То есть фокус внимания переводит на антимир, образно говоря. Она Мгм. снимает эти импланты, и это все вырывается с нее, и она поднимается вверх, и вдруг, как квантовый скачок, и очутилась в таком светлом пространстве и смотрит, а у нее подключка в сердечную чакру, и она такая, оно живое такое черное, фу, энергия такая, и она ее так выбросила, Мгм. и я передаю ей, чтобы она полностью возобновила, ожила и оживила свой внутренний дух, и она как будто бы так интересно, вот внутри это все считывается, как рождается заново. Вот как Мгм. рождение идет. И когда она вот это рождается, то вижу, что этот человек, как первобытный, сидит там с этим камешком. Он уходит. Хорошо. Я передаю Ирине, чтобы она полностью уничтожила все чужеродные энергии, Мгм. энергии деволюции, возобновила все, пусть все подключки, потери энергии убирает с ее пространства, возобновляет ее код божественной души, жизни, гармонии и процветания для себя и своего божественного рода. И вижу, как эта программа, эта пчела, которая теряет свой род, оно вот так расширяется, уходит. И вот эта энергия, которая была потеряна, возвращается, и импланты уходят. Но я тебе скажу, чудеса, да и только. Хотел бы такое что-то придумать. Что я вижу, это я описать не могу просто. Не хватит времени никакого. Мгм. Все это уходит. Мгм. Я передаю Ирине, чтобы она полностью очищала все ее пространство, все энергетические центры, потоки. Она наполнялась истинным светом, познания истины, гармонии, жизни, процветания. Снимает эти импланты. И вот Мгм. теперь выпустила из рук эту черную икону. Ну, правильно, смысл всех икон – это защитить и так дальше, и так дальше. То есть вот этот бред религиозный.
Защитить может только коны божественного всесвіту и придерживание конов. Это и есть защита. Она показывает ее ноги чистые, энергосфера правильной формы, шарообразная. Я передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей все претензии антимира, все те события, где она теряла энергию и наполняла все энергией процветания, дружбы, любви, гармонии, и передает своим детям, свой род, что она свободная, чистая душа. И пусть Хорошо. перенимают ее опыт. Да. Улыбается, смеется. Вот теперь хорошо. Теперь можем заканчивать сеанс. Все, пусть она проверит ее дом, ее участок, пусть уберет, вытолкнет из ее пространства все чужеродное, закрывает порталы, запрещает вторгаться в ее пространство энергиям антимира, эгрегорам, программам, этим сущностям. Хорошо. Поднимаемся, Виктория, максимально вверх. Да. Соединяемся от ситуации. Посмотри на Ирину, как она сейчас выглядит. Считывается, возобновляется. Процесс идет. Хорошо. Да. Хорошо, пусть Ирина передаст информацию о ее освобождении тому, кому она хочет. Спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Хорошо. Благодарим Ирину за ее труд. Прощайся с Ириной. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Все хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни и гармонии. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.